Всех приветствую! Сегодняшнее видео про нерабочий стоп-сигнал в заднем фонаре. Я уже сталкивался с подобной проблемой, но тогда у меня не горела полоска с габаритами. Видео об этом не снимал, но была запись на Drive 2, проблема была в контакте. Там перепиновал контакт, и в принципе все заработало, и вот сколько, больше года проблем больше не выскакивало. Ссылку на запись на Drive 2, кому интересно, оставлю в описании. Сейчас я уже посмотрел контакты, там в принципе вроде как все нормально, то есть никакой провод у меня не отвалился. И возможно проблема куда более глубже, поэтому сейчас снимаю фонарь, беру мультиметр и проверяю. Вот здесь стопак горит, дополнительный стопак горит, и здесь две полоски тоже горят. Что-то это промокло, блин, надо будет тоже уплотнять. Значит, в прошлый раз не работала вот эта вот полоска, сейчас не работает вот эти вот диоды. Значит, чтобы снять фару, нужно попасть вот этот крючок, отщелкивается вот здесь, и далее откручивается две гайки на 10. Вот здесь гайка, и я сейчас покажу, как вот эта вот гайка, вот там в глубине. Обычно торцевая головка, я сначала ослабляю вот эту, а потом откручиваю там. После этого фонарь, в принципе, тут легко. Еще вот эту пластиковую накладку можно снять. Она просто вот так вот съезжает. Здесь на такой защелке, грубо говоря, крепится. И вот этот коннектор нужно отключить. Фонарь, значит, где артикул его? Он уже такой. Предыдущий владелец приложил к нему руку, либо какие-то ремонтники. Здесь какую-то панель наклеили. То есть это не я уже делал. И она, получается, 16-го года выпуска, автомобиль 11-го, соответственно, уже кто-то менял. Плюс вот это крепление, мне пришлось тогда восстановить с помощью клея из соды. Вот сейчас надо снять вот этот коннектор. И распиновку, тут я пытался защититься от влаги таким способом. Ну, короче, не знаю. И вот это плюс было вырвано с корнями, тоже пришлось заклеивать. Здесь, конечно, контакты очень плохие, наверное, их стоит почистить. Короче, вот это посередине земля, вот этот от него слева это стопак. Они самые зеленые. Соответственно, может быть в этом проблема, но мультиметром я туда тыкнулся, 14 вольт приходит. Вот, значит, распиновку оставлю. Но вот в данном случае сейчас первый и третий. Первый это вот земля, третий это на стопак уходит. Соответственно, надо вот это прочистить чем-то. И плюс на фонаре. Тут как раз таки тоже имеется окисление. Так что возможно дело возможно и в нем. Надо взять это, почистить и проверить. Заодно сниму этот фонарь. Накладка, значит, просто съезжает назад, откручивается 2 торкс Т25, и в принципе все, остается только аккуратно ее вытащить, опять же, только на себя. Тут скопилась куча грязи, может быть в этом причина. Почищу, помою, посушу. Значит, подключаю 9-вольтовую батарейку к контактам. Вот видно, что один диод сгорел. Скорее всего, из-за этого ошибка. Для теста габарит горит четко. Поворотник. Какой-то пустой пин сейчас. Ничего не горит. Тут поворотник. Стопак у нас. Что ж, печалька. Вытащил все провода с заглушкой и обычным бытовым феном просушил фару. Минут, наверное, 30 на это ушло.
И следов влаги не осталось. Классненько. Теперь можно ставить обратно с той фарой. Пока не знаю, боюсь, что придется пилить. Эту фару тут посмотрел, никаких следов окисления нету. Тут все целое, хорошенькое, без воды. Теперь имеем такую картину. Использовал гравер с таким вот типа алмазным диском. Разрезал по периметру. Ушло минут 30, наверное, аккуратно пилил. Вроде даже никакие тут защелки лишние не задеты. Жена будет не рада, конечно, но что ж, чинить машину-то как-то надо. Вот что тут сейчас увидим. Пока вижу только очень сильно окислившиеся контакты. Прям очень сильно. Вот тут вот какой-то подозрительный резистор. Такое ощущение пробитый. Ух. Ну, короче, сейчас пробую снимать. Они тут, по идее, эти платы на защелках должны легко доставаться. Вот эти вот надо срезать. Какие-то такие грибочки запаянные. Но потом все это можно, естественно, посадить. Ну, конечно, окисление тут просто тьма. Беда, беда. Что ж, попробуем восстановить. Может быть, не все так плохо. С помощью тестера прозвонил все диоды. Проблема только вот этот визуально. На нем никаких там черных точек нет, но он светится еле-еле. То есть, если на него подавать напряжение. Все остальные светятся равномерно красным. Тут еще странно, что они какие-то четырехконтактные. Надо будет посмотреть. Жалко менять фару только из одного диода. Интересно. Это снес лак, только снес. Ну, короче, надо сейчас тоже это прозвонить. Но фара, конечно, тут очень плачевном состоянии. Фонарь, точнее. Так, это сейчас надо протереть налет от пластика. Ну, прямо она очень просится на замену. Особенно вот эти вот потемневшие. В итоге перепайка светодиода помогла. Сейчас попробую показать, где он тут был перепаян. В общем, да, вот с этой стороны стоп-сигнал. Я даже вот сейчас вот на камеру не скажу, какой из них именно был перепаян. Свет попал в точности, ну, яркость и цветовая температура, длина волны, короче, попала прям идеально. Все шикарно. Поворотник работает, стопак и габарит. Ну, что там в габарите произошло, я сейчас расскажу уже дома. Поближе покажу. А так, в принципе, все работает. Огромное спасибо коллеге Жене за помощь в перепайке. Наверное, он будет смотреть. А теперь немного об устройстве платы и как вообще диагностировать. Значит, основной разъем, на который подается питание. Его распиновка. Первый идет, это плюс на поворотнике. Следующий пин не используется. Средний пин, третий, земля. Четвертый пин плюс на стоп-сигнал. И последний, пятый пин плюс на габариты. Здесь имеются такие вот транзисторы. Они питают по 3 светодиода. Соответственно, если у кого-то перестала гореть планка не полностью, а 3 диода, значит, скорее всего, проблема в каком-то из этих резисторов. Вот их маркировка, чтобы было видно. RBG BH16. Дальше, значит, если один диод какой-то не горит, тоже вся планка будет вырубаться, и достаточно перепаять только один диод. С платой для поворотников абсолютно то же самое. Тут также эти транзисторы. Далее, если не горит полностью планка, нужно искать, где обрыв самой линии по питанию, либо
тут есть еще два таких, ну точнее 3 элемента на каждый из полосок. Это вот этот элемент. Это операционный усилитель. Вот их тут 3 штуки на каждую плату. И нужно искать даташит на него. Но у меня проблема была не в нем. Поэтому у кого-то после перепайки этого элемента становится все в порядке, все работает. Значит, теперь немножко про прозвонку. У меня была проблема в том, что сначала, когда я снял фару, не горел только стоп-сигнал. После того, как я все разобрал, почистил, у меня перестала гореть вся планка. Вся вот эта планка, это габариты. Стоп-сигнал, значит, диод перепаян. Паял не я, потому что я бы спаял еще хуже. Обращаю внимание, что здесь светодиод имеет 4 контакта. Один катод и 3 анода. То есть, вот, допустим, взять. И еще интересный момент, что я взял светодиод. Сейчас покажу, значит, вот такой маркировки. Достаточно проблематично оказалось его найти. По яркости все совпадает. Характеристики я там укажу, какая длина волны. Там то, что красные цвета бывают разные оттенки. И вот если здесь приглядеться, значит, обычно на катод вот этот вот срезанный уголочек. То есть как вот здесь. Вот. Срезанный уголок, это обычно значит катод. То есть минус. В моем случае оказалось, что катод это вот этот вот, минус это вот этот, все остальные плюсы. Не знаю, это особенности этого светодиода, либо особенности в этих светодиодах, но на это стоит обратить внимание. Если перегорел какой-то из диодов на полоске с габаритами, тут диоды попроще, здесь всего лишь 2 контакта. Соответственно, такой диод найти гораздо проще, чем вот этот стоп-сигнал. Как прозванивать? Берется мультиметр, на примере такого, режим для прозвонки диодов, и берем плюс и минус. Значит, минус, как я показал, в этом случае берется вот сюда, плюс на любой из них подавать должен быть загореться диод. Да, еще здесь диоды также неровно, не то что неровно, по-разному припаяно. Смотрите, значит, здесь срезанный угол с этой стороны, у остальной половины срезанный угол уже здесь. Соответственно, как прозванивать? Берется сюда, и вот он загорается. Здесь то же самое. Здесь это уже идет та часть, где диод повернут на сколько? На 180 градусов. И вот так по очереди проверяется. Значит, также можно подавать питание на любой из анодов. Я не электрик, я могу на самом деле какие-то термины путать. Потому что это не мое профильное занятие, я, так сказать, самоучка. Вот. Эти диоды проверяются вот таким способом. Вот. То же самое с габаритами или с желтыми диодами поворотников. То же самое. Вот. Загорается. Отсвечивает, правда, да? Но видно, что желтый цвет загорается. Значит, это насчет светодиодов. Значит, если какой-то другой элемент подвел, как я тут тоже искал причину. Выбираем режим просто прозвонки, поиск по сопротивлению со звуковым сигналом. И тоже, значит, прозваниваем. Во-первых, если какой-то из 3 диодов не горит, можно начать с поиска земли. Значит, на средний контакт, на 3-й. И этот 3-й контакт должен приходить вот на вот эти вот верхние левые ноги. На вот эти вот верхние
левые ноги этих транзисторов. Здесь перед ними установлено сопротивление 39 Ом и 82 Ома. Поэтому если прозванивать, то прозванивать лучше до вот этого вот резистора. Соответственно, если прозванивается с минусом, все в порядке. Дальше, чтобы определить плюс. У меня была проблема в плюсовом. Сразу покажу, значит, вот этот проблемный резистор. В нем была проблема то, что на нем было очень большое сопротивление, практически можно сказать, что в обрыве. На нем должно быть 33 Ома. Вот если его прозвонить, то он показывает 33 Ома. У меня было что-то пару мегаом. Также можно было прозвонить путем вот здесь точка и здесь точка. И вот он также 33 Ома. Значит, вот точка, которую я прозванивал, и вот эта вот точка. Эта линия отвечает за питание. Поэтому у меня этот резистор, грубо говоря, вышел из строя. Я не понял, по какой причине. Но проблема оказалась в нем. Значит, как еще дальше плюс искать? Плюс приходит на вот эти вот два диода. Значит, также прислоняем сюда один щуп и на плюс. Сейчас попробую показать на камеру. Значит, этот плюс. Где он там? Сейчас покажу. Вот это плюс на стоп-сигнал. Это плюс на габариты. Значит, плюс отсюда, вот с нижнего диода приходит на 5-й пин сюда. Здесь с этой стороны до 4-го пина на стоп-сигнал. Дальше эта дорожка переходит на 1-й пин вот из этих вот шлейфов. Плюс дается. Затем здесь она идет сюда, 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 сюда. Поступает на этот резистор. То есть, если обрыв где-то в плюсе, нужно прозванивать сначала вот эту точку. Потом вот от этой точки до этого резистора прозванивается. Здесь, соответственно, то же самое. Ищется вот здесь сюда, 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 сюда идет. Значит, вот она, линия плюсовая. И сейчас, подожди, сейчас помню, куда она там дальше-то идет. Вот на вот этот диод. Соответственно, не диод, а резистор. Вот таким образом начинать прозванивать плюс. Дальше оно идет на эту группу резисторов. Здесь я даже уже не помню, где здесь. Эту линию... вот она. Вот эти, наверное, резисторы. Вот эту часть схемы я, честно, не разбирал. Тут вот заметно, какие элементы. Честно, я не вдавался в подробности, что здесь происходит с сигналом. Вот. Также проверка этого. Значит, можно попробовать прозвонить какой-то из плюсов. Я уже не помню, какой отвечает. Вот плюс, значит, это нога. Сейчас на камеру не видно было. Значит, вот этот. Здесь получается плюс. А здесь, по-моему, плюс, кстати, не звонится. Вот что интересно. Нет, звонится. Сейчас покажу. Значит, плюс звонится вот сюда. Ну да. Когда у меня там был обрыв, по-моему, у меня вот эта вот нога этого операционного усилителя не звонилась. В итоге, в принципе, тут, конечно, вот так вот, если сесть, разобраться, ничего трудного нету. Путем прозвонки вот этих вот линий. Здесь также 330, да? Да, 330 сопротивление симметрично. В общем, здесь есть, получается, 3 абсолютно одинаковые схемы. Отличаются немножко с сопротивлением. И смотря на схему, которая рядом, можно уже искать по сопротивлению и по прозвонке. Соответственно, если какая-то линия не звонится, а на другой части фары, на другой части вот платы она звонится. Потому что оно все симметричное, грубо говоря. Этим самым облегчается поиск. Плюс тут еще много очень контрольных точек, на которые можно легко щуп наводить и смотреть по сопротивлению. И вообще
по короткому замыканию. С этими конденсаторами я ничего не делал. Вроде как все в порядке, все работает. Ну вот, как-то на этом, наверное, с ремонтом все. Остается только все собрать, припаять и подключить к машине. Еще дополнение. Вспомнил, что у меня валяется баллон с лаком автомобильным. И так обильно здесь все это залил, чтобы защититься от окисления. Не стал заливать только светодиоды. Здесь вот я залеплял малярным скотчем, чтобы не поменялся яркость свечения. Так, в принципе, тут все. Ну, кроме разъема. Разъем тоже залеплял. Таким образом получилось защитить от коррозии эти элементы. Надеюсь, это поможет. Теперь о процессе склейки. Перед тем, как все склеивать, естественно, я сходил в машину, еще раз проверил, что вот в таком состоянии все работает, и приступил к проклеиванию. Значит, вот здесь вот были срезаны такие заклепки пластиковые. Для этого сначала капал клеем секундным, потом с помощью соды сюда немножко осыпал, так вот отверточкой вот такой маленькой, буквально чуть-чуть, и сверху еще одну каплю суперклея и другой отверткой все это перемешивал как кашу уже, и оно моментально твердеет. То есть это прям соединение, вот как вот это вот у меня. То есть это самые большие нагрузки может выдерживать. Вот, значит, к красному пластику держится чуть хуже. Видимо, другой тип пластика. Вот этот пластик держится очень хорошо. Далее, здесь тоже были пластиковые заклепки. Их я решил посадить на поксипол прозрачный. Соответственно, это холодная сварка, но он на самом деле остается немного такой эластичный. То есть не такой каменный, как вот это вот соединение. Поэтому зажал вот так вот, чтобы не было движения, чтобы оно пока клеится, ничего никуда не ушло. Плюс вот некоторые точки также проклеил, чтобы вот эта плата, чтобы сидела хорошо. А сейчас получается вот это вот, как она, маска, отражатель внутри не шевелится. Здесь тоже на всякий случай, чтобы плата тоже не шевелилась. Теперь жду. Эта штука сохнет. Ну, написано 10 минут. На самом деле оно в таком вот большом количестве сохнет, ну, где-то, наверное, час, чтобы совсем было нормально. Вот, с этой штукой я еще на 100% не определился. У меня есть, конечно, Victor Reigns, черный герметик. Плюс я еще думал, что можно впаять для упругости какие-нибудь типа скоб паяльником. Но еще не определился. Может быть, также буду поксипол использовать. Короче, сейчас посмотрим. Теперь по поводу склейки. Естественно, все поверхности обезжирены, как внутри, так и снаружи. Вот, начал с чего? Взял паяльник и, используя вот такие вот степлерные скрепки, начал их для армирования запаивать. То есть там, где вот такие вот ровные поверхности, я туда паяльником впаивал скрепку. Вот, то есть видно, допустим, немножко торчит. Вот, и таким вот образом запаял их тут как можно больше. Здесь неровненькая получилось. Это для того, чтобы все-таки была какая-то упругость. Ну и прежде чем что-то делать, зафиксировал желтой изолентой. Можно использовать синюю изоленту. Теперь попробую по периметру, там где уже проблематичней, также паяльником пластик запаять. И сверху герметосом. Еще не определился, у меня два герметика. Есть какой-то вот такой, тоже типа серый маслостойкий, есть Victor Reigns. Вот, Victor Reigns чуть тверже, этот мягкий. Ну, сейчас посмотрю.
наверное, черным залеплю. По всему периметру решил тут не мазать, так как тут достаточно хорошо прошелся паяльником. Решил подстраховаться в таких местах, где трудно залезть было, подпаять пластик. И вот в этом месте тут недостаточно уже было пластика, чтобы нормально соединить две части. В остальном тут все норм. Ну и здесь тоже решил, здесь много вот этих вот ребер жесткости. И нет уверенности, что там все нормально пропаяно. Решил тоже замазать черным герметиком. Теперь ждем, пока высохнет. И самое важное, проверка. В качестве дополнительной меры решил залить термоклеем вот эти контакты. Здесь какие-то отверстия были непонятные, чтобы сюда уже по минимуму попадала влага. Конечно, это не панацея, скорее всего, все это отвалится, но мне кажется, на какое-то время этого достаточно будет. По крайней мере, не будет прямого контакта с окружающей средой. Что ж, теперь ставлю машину. Все работает идеально. Стопак, поворотники, габариты. Все супер. Надеюсь, этот видеоролик будет кому-то полезен. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.